Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаю задачи LeetCode. Сегодня задача номер 1535. Найти победителя в игре массива. Дан массив целых чисел R, в котором находятся уникальные целые числа, и также дано целое число k. Игра начинается между первыми двумя элементами массива, то есть R0 и R1. На каждом раунде мы сравниваем первые два элемента, большее число побеждает и остается на позиции 0. Меньшее же число переходит в конец массива. Игра заканчивается, как только целое число, как только какое-то число побеждает k последовательно раз. Надо вернуть целое число, которое победит в игре. Гарантированно, что есть как минимум один победитель в этой игре. Смотрим, как это можно решить. Смотрим пример 1. У нас есть несколько целых чисел. У нас 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7. И k равно 2. Рассмотрим последовательно раунды. В первом раунде мы сравниваем два числа, 2 и 1. 2 больше 1, соответственно, побеждает двойка. То есть остается двойка, остальные числа переходят в том же порядке, в котором были. И однерка попадает в конец. Далее, во втором раунде, побеждает тройка. Соответственно, тройка остается на месте, остальные числа переходят как есть, двойка переходит в конец. Аналогичным образом далее пятерка побеждает. То есть пока мы видим, что на каждом раунде меняется победитель. То есть каждый из них побеждает ровно один раз. Далее мы рассматриваем два числа 5 и 4, в котором побеждает снова 5. То есть 5 победила два раза. И это именно то количество раз, которое нам нужно для ответа. Соответственно, возвращаем 5 как победителя. Это один из случаев. Притом интересно, мы видим, что при прохождении чисел побеждает каждый раз все более и более высокое число. И как только достигается конец нашего массива, если мы еще не достигли k побед, то при последующем прохождении этого массива последнее число, которое является в данном случае максимальным из всего массива, сможет победить циклично любое количество раз, так как оно будет побеждать каждый раз, так как оно самое большое. Это видно из примера 2, в котором у нас есть 3 числа 3, 2, 1, и надо победить 10 раз. Соответственно, при любом количестве раундов 3 всегда побеждает, так как это самое большое число. Теперь попробуем это реализовать в коде. Для начала заведем переменную для учета победителя. И по умолчанию это элемент с индексом 0, так как в игре в этом индексе, то есть в массиве под индексом 0 будет всегда самое большое число после каждого раунда. И по умолчанию это элемент 2. Ой, элемент 0. Также учтем, сколько раз это число победило. То есть сколько раундов прошло. По умолчанию это 0. И теперь наша задача пройтись по всему списку R и посмотреть, кто
в какой последовательности победит. То есть будем проходить, начиная с первого элемента. То есть первый раунд — это сравниваем первый нулевой элемент. То есть сравниваем очередной элемент с тем, который находится в переменной ans. Далее у нас интересует условие, что мы еще находимся в пределах нашего списка, то есть и меньше, чем длина списка, а также количество побед меньше, чем k. Как только мы достигли k побед, мы завершаем наш цикл. Также, если мы достигли конца цикла, то последнее число, которое находится в ответе, оно является самым большим во всем списке. И, соответственно, далее при цикличном прохождении этого массива оно будет побеждать любое количество раз. И, соответственно, у нас нет нужды действительно добавлять элементы, которые проиграли в конец массива, чтобы в последующем проходить все в цикле. Мы можем пройтись по всем элементам массива ровно один раз. Теперь проверяем текущие условия. Нам надо проверить текущий элемент, и если текущий элемент больше, чем ответ, то обновляем обновляем количество побед, оно равно 1, и обновляем победителя. Победитель равен текущему элементу. Если же текущее число меньше или равно предыдущему победителю, то увеличиваем число побед. По идее, это все решение. И в конце нам нужно вернуть то число, которое хранится в ans на последнем. Запускаем тесты. Так. Тесты не прошли. Смотрим, что не так. Надо еще каждую итерацию увеличивать и на единицу. Проверяем снова тесты. Тесты прошли. Отправляем решение. Решение принято. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.